Сейчас расходится такая яркая информация. Зеленский в интервью, чуть позже Сырский уточнил. Зеленский 300 километров, ну, наверное, не успел просто перед интервью получить свежие данные, а Сырский уточнил, что с конца января 400 квадратных километров Украина отвоевала. Этих 400 квадратных километров с курвиметром никто посчитать не может, потому что, как Зеленский объяснил, это большая тайна и для украинских аналитиков. Где эти 400? Давай, ну, представим себе, что они есть. Давайте мы посмотрим, что такое 400 квадратных километров. Это 20 на 20 километров. С января. 2 месяца. Ну, можно, конечно, гордиться, потому что российская армия за месяц 450 еле-еле захватывает как бы большой ценой. Но на самом деле это же отнюдь не назовешь большим достижением. Или там каким-то фундаментальным изменением и так далее. А как могли набрать 20 на 20, я вполне верю, что в течение вообще по всей линии фронта, отвоевав там километр, там 3, там 5 на разных направлениях, по кусочку набрало 400. Может быть, не в одном месте, а там у нас же контрнаступательные действия и под Константиновкой, и на Лиманском направлении, и Купинское. Скорее всего, посчитали все вместе, а не то, что в районе Терноватого и Залезничного там они там на юге поскакали и отвоевали 400 километров. Но парадоксально, у россиян каждый день продвижение. Так фронт очень большой, где-то продвижение, где-то отступление и так далее. Из нового, то, что я говорил в прошлый раз, мне не лень повторить, что мы вообще предприняли контрнаступательные действия при нынешнем состоянии наших сил и средств. Но опять же, за счет чего? За счет того, что с одного направления сняли и перебросили части штурмовых войск КДШ, которые потом развивают успех, а не потому, что у нас какие-то там таинственные резервы. Война – это бог на стороне больших батальонов, выигрывают резервы, а резервы создать не получается. Мы дергаем одни войска с других, и какие бы ни участки фронта с одних на другие, и какие бы ни были результаты, само по себе это очень скверный признак, что так приходится делать. Если пробежаться по линии фронта, у меня есть буквально там пару вопросов. Да, первое, вот то, о чем мы говорили с вами по запорожскому направлению. Сегодня вовсю трубят о готовящемся рывке на Запорожье, о котором мы говорили 2 недели назад, или как популярно говорить, 2-3 недели назад. В наших с вами эфирах это все произошло, и говорят, что уже якобы что-то готово вот здесь, на подступах к Запорожью. Нет, вот эти укрепления, которые мы только что посмотрели в российском сюжете, это немножко в другой стороне, но тем не менее Запорожью сейчас угрожает серьезный замес. Я думаю, что мы посмотрим, угрожает или нет. У меня нет реальных данных, но на самом деле мы же срезали часть, по Купинскому примеру, срезали фланг как раз у группировки, которая вдоль Днепра двигалась на Запорожье. И возможно, понадобилось поднять немножко штаны российского боевого духа, заявляя такие вещи там российскими корреспондентами. Возможно, действительно что-то готовится. И это же война, она тиктоковская. Потому что мы объявляли, что будет контрнаступление, и где оно будет, что они объявляют, что будет наступление. Вполне может быть и такое. Мы посмотрим в ближайшее время, через эти самые 2-3 недели. Значит, запорожское направление, вот это вот загадочное, да? Как это правильно сказать? Загадочные 400 квадратных километров нам вроде как говорят, что они могут быть где-то здесь, да, в районе Терноватого, вот здесь на стыке Они размазаны, России. эти 400 километров. Размазаны по всему фронту. Но вроде как Starlink пережили россияне, отключение. Армия не может жить только на Старлинке, на одном виде связи. Если у тебя есть, в приличных местах учили как, что прежде чем ты куда-то пойдешь, даже из столовой в сортир, у тебя должно быть 5 вариантов связи. В самом худшем положении 3. И 3 это не с одного телефона 3 абонентам. У тебя должен быть телефон, радиостанция, еще что-нибудь. И голубь почтовый, там, условно говоря, не вдаваясь в подробности. Поэтому в нормальной армии, в российской армии со связью всегда было все хорошо. Как в анекдоте. Все прошло отлично, и даже связистов не трахнули. Но Starlink просто был настолько удобен во всех отношениях, что не имел, простите, аналогов. И, конечно, им широко и от всей души пользовались все, кому не лень. Но когда лишают этого удобного средства, это означает только одно. Российская армия не лишилась связи, она лишилась удобного средства связи. И когда запретили телеграм-канал, российская армия не лишилась связи, а лишилась одного из удобных
способов организовывать взаимодействие там, да, по чатам и все остальное. Вот и все. А когда громкие заявления, что мы их лишили связи, ну, это отнюдь не соответствует действительности. Значит, Алексей Николаевич, и вот второй важный момент. Сегодня сообщили, и в принципе карта Deep State нам рисует примерно похожие вот эти ручейки тоненькие. На 2 километра приблизились к Славянску российские войска по вот этим дорогам. Ну, Я же говорил, что будет фронтовой рассекающий удар, ну, будет, вернее, рассекающий удар во фронт, фронтальный, не фронтовой, фронтальный, от Часового Яра по дороге Часов Яр, Славянск. вот это он и Шире есть. Бахмут, Славянск. Это он и есть, да. Они полуокружают Славянск и Краматорск с севера, с востока и с юга. И с юго-запада хотят окружить на Доброполье. И рассекающий удар в лоб они наносят, да, потому что нужно, это по классике оперативного искусства, все, как учили в автошколе, все делают. Битва за Лиман. Для нас, смотрите, чем это важно? Для нас это означает переход к следующему этапу, фронтальным ударом рассекающим, которого еще недавно не было. То есть, можно сказать, что в борьбе за Славянск-Краматорск, за агломерацию начался новый этап. Это мы можем констатировать. Фронтальные удары вы имеете в виду... Вдоль линии коммуникации, вдоль дороги основной. Ага, ну вот эту линию перерезать, которая... Есть просто да. последовательность действий на оперативном уровне. Сначала ты создаешь угрозу с флангов, разматываешь по флангам, сковываешь давлением по фронту. А когда, с твоей точки зрения, противник размяк, его оборона уже пропустит фронтальный удар, и ты накопил силы и средства, ты переходишь к следующему этапу. Есть формирующие операции, есть обеспечивающие, есть на реализацию. Вот это уже пошел этап на реализацию. Фронтальные удары рассекающие. Это следующий этап борьбы за Славянск-Краматорск. Битва за Лиман и это направление прокомментируйте, пожалуйста, потому что там зашли и закрепились еще, ну, в части города. Есть такая информация, есть информация, что что силы, вооруженные силы Украины перешли к контратакующим действиям, не контратакующим, этим самым наступательным действиям в этом районе. И достоверной информации нет, поэтому не хотелось бы в это путаться и рассказывать, что вот на самом деле дела обстоят так. Я думаю, что там встречно-поперечная история. Где-то продавливают россияне, наступают, где-то мы там наступаем. Поэтому, как бы... Так, где-то в среднем. Но что касается Лимана, это часть операции по захвату Славянска-Краматорска. Ну и, в принципе, оставшейся части Донбасса. Как более широкая. И, конечно, это имеет ключевое направленное значение, потому что это дистанция, на которой российские войска наиболее близки к Славянску сейчас. 16 километров, 15. По фронту, знаете, важно сказать другое. Я, если честно, был немного обескуражен вот этими словами, как это? Ну, они же как говорят, мы свободовцы, мы мы вот на земле, да, вот плоть от плоти. Значит, Петро Кузак, он же политик был от «Свободы», ну, там по эфирам довоенным, я там, например, с ним пересекался в разных студиях, а сейчас же он пошел, говорит, мы штурмовики. И вот он комментирует ситуацію. Я вам скажу, що зараз там дуже пристойні цифри, ну реально пристойні цифри, і вони офіційні, бо кожного знищеного ворога ми подаємо звітність і подаємо відеопідтвердження. То зараз уже там статистика доходить там на деяких ділянках фронту більш-менш удачних, там 100 до 1. От якби отак зафіксувати, ну це зрозуміло, що це там поєднання багатьох факторів, в тому числі і удачі. Але тим не менше, щоб отак от зафіксувати таку роботу, масштабувати і довести, дай Бог, до нуля, там, ну, чи хоча б до таких цифр. 100 к 1, Алексей Николаевич. Ну, вы знаете мое отношение к этим деятелям, которые пытаются играть фашистов, но у них не получается. Это, с моей точки зрения, несмотря на все боевые заслуги, которые у них действительно есть, у того же батальона «Свобода», это клоуны, которые проиграли войну с Чебурашкой. Как бы, да, и с Машей и Медведем. Поэтому люди, которые всерьез борются за то, чтобы с котом-бегемотом, с Ишуа Ганоцри, да, литературными персонажами и детскими мультфильмами российскими, о чем можно говорить? Они смогли сочинить 1 к 1000, почему нет? 1 к 1 000 000. Кроме того, если быть объективным, могу вам сказать так, что на отдельном направлении, в отдельном боевом эпизоде может быть такое соотношение сил. Вполне, вернее, потери. Может быть, даже 2 подряд эпизода. Но это не означает, что подобное соотношение по всей линии фронта.
Реальное соотношение между нашими российскими потерями очень неблагоприятно для нас. Оно где-то 1 к 2,5. Для того, чтобы Украина имела боевой успех, оно должно быть 1 к 6, 1 к 7. Чтобы вы не падали в обморок, это не означает, что российская армия не умеет воевать, а это при прорыве подготовленной обороны, это норма 1 к 6, 1 к 7. Потери между обороняющимся и наступающим. Поэтому, как бы, ну да, может быть эпизод где 1 к 100. Американская армия вон в Хишаме, когда был эпизод, когда Вагнер перемешали с песком, вообще никого не потеряла, а убила несколько сотен. Всякие возможные отдельные эпизоды. Обратное тоже, когда россияне не потеряли никого и, например, ударили по полигону, убили много наших. Как бы, да, вопрос в том, какое общее соотношение потерь. Оно крайне неблагоприятно для Украины. Оно даже не 1 к 3. Поэтому, несмотря на то, что уже 2 месяца подряд, согласно заявлению Сырского, допустим, мы ему поверим, или несколько месяцев подряд российская армия теряет больше, чем набирает, общее соотношение потерь за войну 1 к 2,5 где-то. Это критически для нас невыгодно. Это даже не 1 к 3, как должно было бы быть во время стандартных таких общепринятых подходов соотношения обороны и наступления. В начале войны, да, действительно было 1 к 6, 1 к 7. Мы долго держали эту историю, когда россияне наступали в меньшинстве, собственно говоря. А когда они провели несколько волн мобилизации, обеспечили постоянный приток контрактников, насытили личным составом войска, все стало немножко грустнее для нас. Поэтому радоваться здесь нечему. И как бы, да, воюйте дальше с чебурашками, ребята. Что я могу вам сказать? И фиолетовые лучи, и что там еще, там, значит, да, и рассказки про то, как мы всех побеждаем. Кто в деле, тот реально знает отношения, и оно отнюдь не радует, поверьте мне. Я не хочу показывать, да, много этих видео на самом деле есть, и сейчас же 24-е, поэтому и завтра, наверное, будет. Украинцев... Кстати, по поводу 23-го, мы не можем не сказать, что это день депортации чеченского и ингушского народов, 82-я годовщина, что отнюдь не является праздником для них, по крайней мере. Я не знаю, как вы к этому относитесь, но я как бы выражаю сочувствие и память погибших, потому что наряду с тем, что это день Красной Армии, это еще день депортации, это трагическая страница. Я почему говорю, потому что у меня родная тетя была народной учительницей Чечни, она все долго там работала, и как бы я наслушался этих историй в реально вживую. Это действительно очень трагическая страница. Я просто чувствую себя по-человечески обязанным об этом сказать. Я просто... 44-го года, я имею в виду. Да, я просто, смотрите, я очень хотел бы услышать ваши отношения. Вышел материал на CNN, и там, собственно, один в один, все как там на российских ресурсах. Вот этот нарратив звучит о том, что у нас Украина превратилась в страну вдов и сирот. Сегодня, как по заказу, 23 число, да, Зеленский провел награждение, кстати, сегодня военных. Ну, а чего? Надо наградить. 23 февраля. И сегодня очень интересная акция была в городе Львов на кладбище. Значит, зажгли лучи памяти, тем самым показав вообще масштабы, да, то есть понятно, что зажигали не везде, не у всех, картинка вот то, что она передает, вот таким вот образом. Это Львов, там Лычаковское кладбище, и вот горят они все вверх, эти лучи, куча свечек, лампадок, в общем-то, память почтили. Ну, понятно, да, как всегда гимн исполняют, кладбище, рука на сердце, память, 23 число. А параллельно во всем мире все выходят и поддерживают Украину. И много, скажем так, таких странных, да, криков о том, что мы вроде за Украину, мы все вместе, но назад почему-то никто не хочет возвращаться и помогать Украине побеждать. Но никто... В общем, все поддерживают Зеленского и говорят, ни в коем случае Донбасс отдавать нельзя, ни в коем случае, собственно, на уступки никакие идти нельзя. Вот граница 91-го года, вперед, весь мир услышь. Скажите, пожалуйста, этим людям уже плевать на страну вдов и сирот? Нет, это не плевать. Просто это стандартное двоемыслие украинское. Ну, даже не украинское, а постсоветское. Все же учились мимикрировать. Но, вы знаете...
Старожилы говорят, что в Украине нынешнее положение гораздо хуже, чем при Советском Союзе. В Советском Союзе, по крайней мере, интеллигенция держала официально, конечно, сидела на партсобраниях, ходила на эти самые, на демонстрации, на субботники, но, по крайней мере, на кухнях говорили, не стесняясь, и в лабораториях фронта была очевидна. Высмеивали правду, публикации правды, там анекдоты про ЦК рассказывали и так далее, и так далее. Сегодня очень много людей публично играет в это совершенно упоенно, как будто всю жизнь этого ждали. И это слегка оторопь наводит, потому что, ну, как бы в интернете у нас же все за украинский язык, правильно, на улицу выходишь, все говорят по-русски. Нормальная коммуникация идет. Все городская культура, украинская, русская, русскоязычная культура. Теперь ты идешь, как бы, что там еще? Все верноподданнические, но в личных разговорах невозможно найти человека. Все поддерживают президента, невозможно найти, который будет голосовать. Все за победу над проклятой Россией, и реально начинаешь разговаривать, так давайте, когда закончим эту войну уже хоть как-нибудь, хоть тушка, хоть чучелом и так далее. Поэтому это классическое оруэлловское двоемыслие, когда человек под давлением и боясь признаться в своих истинных чувствах, потому что кишка тонка, яйца чуть меньше. Ну, это Почему под давлением Да. за границей? Под давлением за границей, они же под давлением общественного мнения. Ну, как тебе кума скажет, что ты, как ты, падла, там на русском разговариваешь, что ты не против победы в войне не поддерживаешь Зеленского. Кума, которая сидит в Житомире и страшно страдает. Ведь трещина пошла по очень многим семьям, по очень многим людям и друзьям, потому что, ну, как бы... Каждый из нас может привести пример, когда человек, которого ты считал нормальным, внезапно падает планка, он начинает пыхтеть и начинает вот лозунгами такими. Вот в моем окружении было полно людей, которых я считал умными, адекватными, как бы это самое. Но, глядя за их публичной деятельностью, например, на страницах в соцсетях, ну, начинаешь так слегка думать, что они как и были советскими пионерами, так и остались. В худшем смысле этого слова. Я тоже советский пионер, но я другие, видимо, лекции слушал. Мне когда рассказывали, что верность слову, честность, там, да, правду говорить во что бы то ни стало и так далее. Я как-то дурак всему, чему меня в советской школе научили, придерживаюсь до сих пор на свою голову. А они, видимо, в какой-то другой советской школе учились, потому что оттуда они освоили только... Ну, вот эту мимикрию в худшем смысле этого слова. Мир – это война и так далее, прочее. Поэтому я уже давно перестал переспрашивать людей, почему они себя ведут, потому что я понимаю, что ну, узелочек развязался у них давно. Знаете, как боксеры говорят, узелок развязался, драться дальше не может. Слабые оказались на поверку. Если у меня нет претензий к обычным людям, никаких, я понимаю, что война – это испытание сверх их как бы силы, а кроме того, это душевное, кроме того, на них же огромная мельница пропаганды работает, колоссально разрушающая, то просто когнитивная война ведется против украинского народа, то как бы в отношении людей мыслящих, а тем более дилеров общественного мнения, там немножко позиция другая. Давайте вспомним, у нас письмо СБУ про то, что у нас героические блогеры, там, держатели каналов типа инсайдера, у нас что? Сверхсекретные сотрудники, которые занимаются на ниве контрпропаганды, поэтому их в армию призывать ни в коем случае нельзя. Вот вам и секрет. Это делается очень просто. К ним подъезжают, говорят, чувак, родной, ты сейчас под Бахмут или давай дружить? И все. И кто-то едет под Бахмут, потому что ТЦК поймал и тащит в бусик, а кто-то это оправдывает, рассказывая про то, что ну окей, вот да, как бы, ну такое у нас ТЦК. Сословная война. Проблема в том, что у нас сейчас 16-17 век. Для России это казалась Ливонская война, которую Грозный начал довольно оптимистично, а потом выяснилось, что против коалиции государств тогдашние московские ресурсы просто не тянут. Логистика не тянет, тыл не тянет. Не умели вести, создавать длинные запасы, вести длинные войны. А для украинцев это вот война, это система общественных отношений 17-16 века, когда по нам можно все, холопы отдуваются, а пятпанки сосутся у кого одних, как бы и помогают гнать на смерть других. Вот и все. Вот и все. Но заметьте, произошло очень важное явление, которое сейчас мало кто отметил. Все эти пятпанки информационные, начиная с Боргезе сегодняшнего там и так далее, они же перешли в глухую оборону. Вы не заметили, как они все стонут по поводу, что же вы, сука, каждый день бьете ТЦК и полицию? За этим же бежит такой бегущей строкой. Это же вы так и нас начнете бить. А нас-то за что? Понимаете, да? Все их посты, они раньше были агрессивные, были издевательские, были требовательные и так далее. Сейчас практически кого не почитай, все в обороне. А это всего лишь по эпизоду в день, когда лупят полицию или ТЦК.
как бы народ, да. Я сейчас не говорю, хорошо это или плохо, я просто констатирую. И они очень быстренько, знать, обгадились жиденьким и перешли в оборонную позицию. И что-то типа, ну как же ж так можно допустить такой раскол в обществе? Что вот подорвали полицейскую, кстати, Царствие Небесное, а мы сегодня еще полицейских подорвали и так далее, и так далее. Но как бы, а вы все там радуетесь в комментариях. Когда мы свернули не туда? Я вам скажу, когда вы свернули не туда. Когда вы ударили первого гражданского и затянули в бусик. Это всего лишь реакция общества на насилие над ним. Как бы это ни было печально. Поэтому, да, я вам скажу, что пидпанки сейчас в обороне. Это очень четко фиксируется. Я же их почитываю всегда, каждый день. И просто вижу, как разом сменила тональность. Они призывают к единению. Ярош выполз там, позвал всех к единению и так далее. Но это же какое единение? Это же единение по национал-патриотически. Выглядит оно так. Давайте все объединимся, но сначала пусть сдохнут все русскоязычные, да, и как бы все, кто за или против Залужного, там, в зависимости от позиции. А потом у нас будет такое вот единство. Единство они хотят, понимаете? Сначала они говорят, вы скоты, мы вас за ноги вытянем, засунем в бусы, лишим всех прав и силой заставим умирать за то, за что вы против. Возможно умирать или против воевать. Мы сейчас берем, например, религиозных людей, которые мы упоминали, которые вообще не могут брать в руки оружие. Так им и надо. А когда пошла ответочка, самая маленькая, намек даже на ответку, они сразу, как же так, давайте объединяться. Что же мы, украинцы, против друг друга и так далее, и так далее. И вот и все. Поэтому это лицемерная сволочь. Все эти Петровы, Ивановы, все остальные. С Ивановым сейчас происходит очень интересная эпопея. Мы чуть позже ее узнаем. И обязательно как бы, да, обсудим с вами. Очень показательно. Так вот, фишка в чем? Что В ТЦК. не в ТЦК, он в армию призвался и проходит там очень интересные, очень интересные кульбиты, когда командование его пытается, да, отмазать всеми возможными способами в нарушение военного законодательства, его передают из рук в руки, как горячую сковородку, никому он нахер не всрался. Вот. Но он еще не вышел, скромно затенив ресницы, не сказав, что теперь он военный и воюет. Вот я жду, когда Петров начнет призываться. Вся эта сволота, она как бы зовет к единению, когда и чувствует, что дубинка народного гнева может как бы дотянуться до них. Но самое интересное будет не сейчас. Самое интересное, когда будет смениться вектор, например, будет мир заключен. Как эта пена начнет перемываться. Обратно все. Так вот, я призываю украинцев запомнить и не спускать. Как сказал один мой хороший знакомый, я говорю, смотри внимательно на то, кто сейчас выступает. Он говорит, я не просто смотрю, я записываю. У меня память очень хорошая. Друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Да, действительно, значит, по поводу, это важно тоже отметить, это уже тенденция. Это что-то было наподобие дронов, гераний, шахедов по ТЦК. А сейчас прям пошла эта история. Полиция приезжает. Кстати, вопросы там зрители оставляют заблаговременно тоже по этому поводу. Во Львове, да, погибла девушка полицейский, там 25 человек ранено, в общем, тяжелое состояние. Сегодня Николаев, неработающая автозаправка, съехались на, пересменка, у них не ротация, а пересменка, полицейские машины, там прогремел взрыв. И Днепр тоже. Взрыв, предмет какой-то принесли, в кабинете взорвался. То есть пошла как бы по полицейским участкам, но именно вот такая террористическая история. Причем там кто-то говорит, что в темную используются люди, кто-то говорит, что это все не в темную, это они прикидываются, но в общем вербуют. И пошло то, что вот мы наблюдали на территории России по военкоматам. Помните, был период такой непродолжительный, но был, когда там взрыв пакеты, подрывали там чего-то какие-то. В принципе, релейные шкафы подрывали и в Украине тоже, и в России. Это взаимно, на самом деле. И у нас по военкоматам целились и заносили там пакеты, сумки, передавали это родным, близким и так далее. Видимо, сейчас была война по ТЦК, сейчас волна пошла по полицейским. Это же спецслужбы, это же война спецслужб, они принимают какие-то решения, исходя из чего-то, из мониторинга общественного мнения. Например, они берут группы, которые вызывают протест у населения в значительной степени. Злорадных комментариев по поводу полицейских действительно хватает и так далее. Это еще способ, как расколоть, шатнуть и так далее. Но я напоминаю, никакое российское ИПСО не было бы действенно, если бы ТЦК и полицейские вели себя прилично с самого начала. Потому что в начале войны им все сочувствовали, все были за них. Потом бац, вот такая история. Невозможно объяснить российским ИПСО и вообще вражеским ИПСО. Это такая очень, очень дешевая отмазка,
Потому что если бы власти действовали с самого начала прилично, берегли граждан, а главной ценностью в Украине было, согласно Конституции, достоинство и права человека, ни одно вражеское ИПСО здесь даже бы и близко бы даже не кашлянуло бы, сколько миллиардов в него не вкладывай. А когда уже созданы бестолковыми решениями властей, которые растоптали право, достоинство людей и продолжают топтать, создали сословное общество, где одним все, а другим ничего, то и российского ИПСО не надо. И так все понимают. Да. Подведем итоги нашего сегодняшнего опроса в чате трансляции на канале Александр Шелест. Что страшнее для Украины? 2% смещение Зеленского, 9% капитуляция, 21% уже ничего не страшно для Украины, ну и продолжение войны 69%, ну там меняется немножко, в общем 70% давайте, пускай будет, 70% это продолжение войны, это самое страшное для Украины. Вот смотрите, люди, причем там кто-то скажет, вот, там разная аудитория смотрит, в том числе и люди, там, которые в России или за границей, или внутри Украины там по VPN, по, скажем так, смене страны. Но все равно все знают, что продолжение войны обернется для Украины чем-то страшным. И никто не может сказать Зеленскому ее закончить. Да, и надо очень тщательно задаться вопросом, когда все это закончится, публичным вопросом. Как мы выстроили такую систему, что один придурок может держать в заложниках целую страну? Сейчас даже без фамилий. Просто создана такая возможность. Не Зеленский, Пупкин. Как мы создали систему, когда Порошенко смог нарушить декларацию о суверенитете Украины и принять решение о том, что мы вступаем в ЕС и НАТО, что стало на самом деле одной из основных причин войны. Как так вообще это создана эта система? Где у нас сдержки и противовесы? Что у нас за система, когда Верховный Главнокомандующий не дает Главнокомандующему выполнять свои задачи по предназначению ситуации с Залужным? Вот этим вопросом надо задаваться по-настоящему. А не бороться с Машей и Медведей, да, и с котом-бегемотом. Да, друзья, давайте... Я скажу, что да. более презренные публики, чем национал-патриоты, вот, честно говоря, поискать. Вот это вот загнать, попытаться в 21 веке веский искусственного интеллекта, Маска, Марса, загнать всех в племенной загон, обзывать скотами, тянуть на убой и говорить, что так и надо в отношении своих же собственных соотечественников. Без различия русскоязычный или украиноязычный, выдавать себя за героев, за лидеров нации, пыхтеть там что-то про то, что как бы только они теперь должны решать. Ну, в нормальном государстве этот навоз намазали бы до ногу, да, и стерли. Но проблема в том, что Зеленский же обманул своих избирателей и подхватил это все на щит. Сначала русскоязычный Порошенко в семье, абсолютный диак Московской церкви. Как бы, да, он придумал армию новой веры, а потом Зеленский решил стать самым главным бандеровцем, прямо обманул своих избирателей, которые голосовали большинством против этого. И взял в заложники огромное количество людей и своих собственных избирателей. Ну, вот этим вопросом надо задаваться. Как у нас так получается? Как мы это допускаем? Давайте к вопросам перейдем прямо сейчас. Режим Блиц. Вопросов, как всегда, предостаточно. И в чате трансляции, и в сообществе. С клуба зрителей Шелеста начнем. Евгений задает вопрос. Алексей, в начале 2022 года вы в одну калитку занесли информационную войну. Зарядили всех своей волей к победе и демотивировали противника. Вопрос. А Украине нужна была эта победа, в кавычках? Конечно, нужна была. Она привела к Стамбулу, где мы могли договориться и закончить войну. А вот Стамбул срывал уже не я. Я делал все, чтобы Стамбул состоялся, причем как участник Стамбульской переговорной группы. Друзья мои. Так, Светлана. Добрый вечер, Алексей. Вопрос. С учетом всего происходящего, беззакония, насилия ТЦК, какой реальный выход у мужчин, не желающих принимать участие в бредовой войне и умирать за вот это непонятно что? Что делать нормальным мужикам? Как избежать участи быть отправленным на бойню? Друзья мои, мужик – это тот, кто сам способен принять такие решения, ответить на этот вопрос. Я не буду вам давать совет. Сами решать. Но то вы мужики. Красиво. Красиво, конечно. Алексей Николаевич, ответили, да. Значит, поехали, переместимся в сообщество. Значит, здесь тоже предостаточно вопросов. Ну вот, поехали. Алексей, ясно же, что Залужного послом в Англию назначил никакой не Зеленский.
поднатаскать в политической части решили? Нет, я могу объяснить и послом в Англию, и почему он съездил в Доминикану. То, что ему сейчас вменяют как основную вину. Послом в Англию по одной простой причине, потому что это был единственный разумный способ не вносить политический раскол. Если бы он занял любую позицию политическую, позицию обиды на Зеленского, или создал как бы... Ну, они и так поссорились на статье в «Экономист», когда месяц Залужный утверждал, что контрнаступление сорвано, а главнокомандующий. А верховный главнокомандующий весь ноябрь 23-го утверждал, что нет, мы еще наступаем. Это и так очень тяжелым образом сказалось же на той же поддержке союзника, международном имидже в Украине, на внутренней готовности там, да, и монолитности общества. Если бы Залужный дальше пошел в публичную сферу, публичный конфликт, то это была бы катастрофа для общественного мнения, для Украины, для поддержки. И они нашли выход, он уехал послом в Англию. Почему в Англию? Потому что всегда любил Англию и хотел на нее посмотреть наверняка. Как бы, почему съездил в Доминикану, тоже могу вам объяснить. Потому что это никогда не поймет гражданский. Залужный 30 лет в погонах. Я с ним в одном училище начинал. В соседних палатках, бляха, на одних и тех же полигонах. Когда ты вот так вот трахаешься 30 лет, а потом жена тебе говорит: Валера, может, мы хоть один раз куда-то съездим, раз уж так, то ты плюешь на все и везешь ее, понимаете, да? Я вам скажу, что именно поездка Залужного в Доминикану заставила меня еще раз изменить мнение о нем к лучшему, вопреки пропаганде. Потому что я понял, что человек, когда ради семьи готов, у него есть как бы настоящая ценность, он ради семьи готов наплевать на общественное мнение. Это очень хорошее качество для будущего политика. Очень хорошее. Поэтому, потому что он понимает, что вопреки вот этим... Если бы он был профессиональный политик, он бы сказал: ты знаешь, нам не кстати на Багамы, потому что вот это имиджу повредить, надо держать имидж. Он наплевал и поехал в нормальной футболке, в нормальных шортах отдохнуть с семьей. Потому что любит жену и обещал ей. Вот и все. Вот это для меня человек на самом деле. Я же говорю еще раз. Я после Доминиканы Залужного мнение еще более... Но и так хорошее, потому что мы друзья. Я еще более к лучшему изменил. Потому что это человек с настоящими ценностями. Показал, как человек с настоящими ценностями. Вот и все. Так, Зеленский выяснил, что теракты во Львове курировались через Телеграм, а Телеграм временно заблокирован в России. Вопрос: почему Зеленский не подозревает какую-то страну, где Телеграм пока работает без ограничений? Ну, поверьте, у ФСБ же нет ограничений по Телеграмму. Если им надо переписываться. Ну, тут давайте как бы тоже не занимать такую позицию голубых воришек. Понятно, что это координируется, организовывается из Российской Федерации. Тому есть масса доказательств. Но запрет Телеграмма – это точно не средство, потому что так можем дойти до того, что мы начнем воздух запрещать, которым дышит проклятая ФСБ. Понимаете, да? Как запреты это показывает, власти показывают, Верещук, вот эти инициативы и все остальные показывают, что уровень квалификации для управления государством в крупной войне у них запредельно низкий. Потому что запрет – это последняя форма, которой ты можешь пытаться отрегулировать ситуацию. Это значит, что они либо не видят, либо не могут применить иные действенные методы. Например, массовое. На что они телемарафон используют? Используйте телемарафон для того, чтобы призывники не боялись армии, всю его мощь. Используйте телемарафон на то, чтобы объяснить детям, что не надо зарабатывать, и тетям в телеграм-каналах. Когда вам предлагают куда-то что-то занести, это опасно прежде всего для вас самой. Ну, что же вы все время прославляете любимого президента? Цитируете там. Займитесь уже, если у вас есть монопольное вещание, займитесь просвещением народа по ключевым вопросам. Лина Вострелова: мозги промывали целому поколению. Сколько поколений понадобится вымыть эту инфекцию или всего лишь переключить тумблер? Смотря кто будет заниматься. Можно очень быстро это сделать, лет за 5. Угу. Значит, сегодняшние правители собираются построить из Украины прообраз хуторской Спарты, где детей еще со школы будут учить ненавидеть москалей, обучать их собирать автоматы и дроны. А как к этому отнесутся обычные люди, которые не хотят отдавать детей в новые бессмертные мясорубки? Люди будут сидеть и молчать, избегая любого взаимодействия с таким государством. Такое государство будет просто сидеть на дотациях Евросоюза, не имея собственной экономики. Раз в несколько лет обычные люди получают сверхполномочия, способными свернуть курс истории, а именно проголосовать на выборах. Думайте, за кого голосуете. У вас будет шанс. Ну, давайте, уж коли такой вопрос прозвучал, это я тоже хотел бы, чтобы вы 2 слова сказали. Это прям важно, я считаю. Значит, сегодня в Днепре не только подорвали, РОВД, да, внутренних дел, а в Днепре еще
в школе, в лицее Днепровском случилось ЧП. Значит, это школа, там принесли ТЦКшники гранату, она взорвалась. Как объяснила директор школы, она ничего лучше не могла придумать. Хлопок и задымление. Значит, двое учеников пострадали. А ТЦКшники как бы пытались рассказать детям и приучить их, я так понимаю, старшеклассников к лучшему. Такой фигни полно. Сегодня же годовщина, по-моему, знаменитого этого военрука еще советских времен, старшего лейтенанта, который показывал детям, как работает в классе, работает граната. Я не помню, к сожалению, имя и фамилию. Юрий, помню, его звали. И оказалась боевая. И он своим телом закрыл, чтобы выжили школьники. Такая хрень периодически случается. Все время случается. По совершенно не поймут, у нас было этот самый в ВСВ знаменитом. На втором курсе мы работаем, как это, действие при оружии, так называемое. Учебный класс у нас висит, у нас башня от БМП-2, и мы вот это 24 качками закачиваем туда ленту, с этим самым. Все с дырочками, все снаряды с гильзами и так далее. И вдруг выстрел. И 30-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд уходит в голубое небо и летит. Он где-то там упал в районе кладбища, в районе поселка Таирова. Как рассчитала наша кафедра тактики. Слава богу, замяли, промолчали и так далее. Могло вполне убить людей в вполне мирной Одессе. Или нас всех убить, если бы чуть-чуть слабо у ствол задрал и в створ. Лето было, были открытые ворота боксов. Если бы разорвалось бы в этом самом, меня бы скромно похоронили в 19 лет, и я бы сейчас с вами не разговаривал, понимаете, да? Поэтому полно этой хрени. Как бы регулярно случается. Проверенные, перепроверенные боеприпасы. В лента на 5 снарядов, все просверленные и прочее. Попадается боевой снаряд, перекрашенный в учебный. Сплошь и рядом такое бывает. Поэтому прямо в этих ТЦКшниках мы тыкать не будем. Но всякий такой случай подлежит расследованию. И вот эта вся милитаризация в стиле, давайте притащим оружие, покажем детям, она всегда чем-то чревата. Про личную вы заговорили. Вот Иван задает вопрос, какое самое ваше любимое блюдо, которое готовит мама, дочь, женщина. Мама, блины. Но моя мама делает бесподобные блины. Я знаю, что она нас сейчас смотрит. Мамочка, я тебя ужасно люблю. Ты самая лучшая на свете. А заодно и папа. Так, продолжаем. Когда узнают правду о количестве погибших украинцев, а это 1,5 миллиона, сразу прекратят воевать. Как вы считаете? Друзья мои, хватит носиться. Не выставляйте себя идиотами, когда вы рассказываете про 1,5 миллиона. 1,5 миллиона – это дважды уничтоженная полностью вооруженная сила Украины. Вот о чем вы говорите? В Украине где-то 7 миллионов взрослых мужчин. Подождите, когда вы говорите о 1 200 000 уничтоженных российских... Я говорю убитые и раненые. Это совсем разные вещи. Убитых там 350. 400, может 450 по моей оценке. У нас 250, где-то 200-250. Поэтому это же убитые и раненые. Это, в принципе, люди, пострадавшие на войне, плюс пропавшие без вести и так далее. Это же не миллион российских убитых. Не может быть никакого миллиона российских убитых. Технически невозможно. Поэтому, 1400 они потеряли убитыми и ранеными. 380, 350 где-то и так далее. Мы 200. Но плюс-минус там с пропавшими без вести. Все эти, когда рассказывают про миллионы, это все сразу человек расписывается в том, что он ничего не понимает в современной войне и даже в элементарной математике и в здравом смысле. 1,5 миллиона погибших – это каждый 4-й взрослый украинский мужчина убит, живущий в Украине. Но это была бы очевидная катастрофа в вашем окружении. Погиб бы каждый 4-й. Такого и близко нет. Потери большие. 250 000 убитых – это очень много. Очень много. Еще 1080, наверное, пропавших без вести, 60, часть из которых в плену, часть из которых это те же погибшие. Но все-таки не 1,5 миллиона, правильно. Угу. Здравствуйте, Александр. Прочитайте, пожалуйста, мой комментарий в прямом эфире. Очень прошу. Алексей Николаевич, озвучьте, пожалуйста, книгу «Тело помнит все». Написал ее Бессел Ван дер Колк, врач, психотерапевт, который работал с американскими солдатами, которые воевали во Вьетнамской войне. Эта книга очень важна для людей с ПТСР. Озвучил. Спасибо большое за рекомендацию. Спасибо за рекомендацию. Да, нет, правда, спасибо большое, это важно. Так, значит, в украинском вопрос от Виктора. Я лечу ПТСР по-другому. Я озвучиваю книги, которые создают такой мир настолько прекрасный и вдохновленный, в котором хочется жить. Начиная от детских сказок, заканчивая фантастикой. Потому что я, как человек не чуждый психологии, слегка и увлекающийся, могу вам сказать, что лечит не прямая работа с ПТСР, а когда у человека есть будущее.
Будущее, в котором ему хочется жить. Это лучшее лекарство от травм войны. Именно это будущее я демонстрирую своими аудиокнигами. Мгм. В украинском медиапространстве регулярно высмеиваются представителями США и России, участвующие в переговорах. Уитков и Кушнеру дали пренебрежительные кликухи. Витек и затек, а Мединского называют клоуном, который каждый раз будет рассказывать исторические фейки. При этом, по существу, конструктивно ход переговоров практически не разбирают, хотя именно Украина больше всех должна быть заинтересована в успехе. Это сознательная информационная кампания дискредитации Трампа или подобные оценки этих людей оправданы скепсисом от переговоров как таковых? Нет, это совершенно целенаправленная дискредитация Трампа. Мы с вами об этом говорили. Зеленский находится в сговоре с глобалистами, левыми глобалистами, европейскими американцами, которые спят и видят, как удалить Трампа от власти. Как бы и вернуть все, как было. Это совершенно очевидная вещь. Соответственно, достается всему антитрамповскому окружению и всем людям, которые поддерживают Трампа. А что касается переговоров, ну, скепсис понятен, но скепсису можно, как бы, это может быть сочувственный скепсис, а может быть ядовитый скепсис. Украинцы предпочитают многие ядовитые, и это тоже поддерживается центральным сигналом. То есть, это создают те же самые дилеры общественного мнения по команде из того же офиса. Как бы, да. Поэтому здесь все понятно. Что касается Мединского, то это людская безграмотность. Они не понимают. Вот я могу сказать, что знаете, когда переговоры можно считать серьезными? Когда там есть Мединский и Арахамия. Заметьте, вот Арахамия подъехал и сразу назначили Мединского. Сразу подскочил Мединский. Потому что это Вы два еще человека. скажите, что Мединского из-за Арахамии прямо назначили. Я вам А не прямо Арахамию говорю, из-за Мединского. А их взаимно обозначают. Мединский подъехал, когда узнали, что идет Арахамия. Арахамия поехал, когда узнал, что будет Мединский. Смотрите. Потому что, когда там вел все... Разговаривает Буданов с начальником российского ГРУ, вот людям кажется, что это серьезно. На самом деле, это чепуха. Линия разведения войск, калибры, которые отведут, это все детский сад, 6-я ясельная группа. Когда они приобретают вес Стамбула, это когда появляются руководители делегаций стамбульских. Это был Мединский и Арахамия. И когда Мединский говорит про печенегов, поверьте, это значительно важнее, чем энергетическое перемирие и все остальное, потому что это уровень Путина. А решает Путин. Когда рассказывают, что Мединский клоун, друзья мои, клоуны вы, которые этого всего не видели. А я все это видел в прямом эфире. Когда Мединскому звонил Путин, по нескольку раз за переговоры. И я видел, как Мединский с ним разговаривает, начиная с микромимики, заканчивая общим тоном. И я видел, каким доверием пользуется Мединский, какой у него реально представительский уровень и что он может. Поэтому, когда говорят про печенегов, вот тогда только и начались серьезные переговоры. Потому что это путинский уровень. Понимаете, да? Человека, который принимает ключевые решения. А пока генеральчики с друг другом разговаривают про отведение войск, вот это и есть настоящий детский сад, хотя они пытаются уверить вас в обратном. Будьте умнее, друзья. Слушайте Шелеста Арестовича. Это да. Значит, чаты трансляции, поехали. Вопрос. Что будет, если Зеленского не станет, неважно, от руки русских или экс-исполнителя, кто подберет упавшее знамя? Вроде нету доверия слугам, нет авторитетной у них фигуры. Я вам гарантирую, сразу победит коллективный парламент. А уж кто там победит, коллективный голос парламента. У нас парламентская президентская держава. И потом признают, как в качестве легитимной власти, внутри силовики и снаружи международные партнеры, только парламент. Парламент объявит досрочные выборы и выберут вам нового главу государства. Но вполне возможно, что с парламентом он займет более конструктивную позицию в отношении ключевого вопроса перемирия, прекращения огня и так далее, мирного соглашения. Поэтому мы оценки российской стороны слышали, и оценки Трампа, которые говорят, что единственным препятствием к миру является тот, про которого вы спрашивали. Ну, это вещь. Вещь в себе. Вещь в себе. Здравствуйте. Как вы видите дальнейший ход войны? Мобилизация участия сил ЕС в войне сделает ее мировой. Прокомментируйте, пожалуйста, уничтожение наркокартеля Халиска. За это можете совершенно не волноваться, потому что если будут деньги на войну, то она будет идти так, как шла. Два ключевых вопроса – украинская мобилизация и российская мобилизация. И там проблемы. И Украина, и Россия исчерпывают, еще не исчерпали, но исчерпали потенциал того вида мобилизации, который был до сих пор, и нужно переходить к чему-то новому. Недаром у нас заговорили про реформу мобилизации, в России заговорили о том, что, возможно, надо что-то делать там с мобилизацией. Потому что модели мобилизации, действовавшие до этого 2 года, 2-3, они перестают действовать. Они становятся неэффективны.
На то есть объективные показатели, которые мы сегодня озвучивали. Поэтому весь вопрос в деньгах, в российских и наших. Если сейчас не договорятся, то война продолжится более-менее с переменным успехом. Есть два ключевых вопроса. Способность наших сопротивляться на земле. Мы начали контрнаступательные действия. То есть это сигнал очень сдержанно, но оптимистичный. И второе, российские темпы замедлились. Второе, потери растут. Способность наносить удары средней дальности и дальней дальности. Вот 25 год стал просто годом кульминации украинской способности наносить удары средней дальности. То есть это сотни километров. Сейчас появились данные о том, что мы наносим удары за 1000 уже. Если это будет наращиваться, то война все больше будет заходить в тупик. Нет, Украина не победит и не разнесет всю Россию. Но паритет по дальним ударам будет неприятная история для россиян и приятная для Это не Украины. паритет по дальним ударам, Алексей Николаевич, вы лучше меня это знаете. Одно дело, когда прилетает ракета, а другое дело, когда дрон, даже тяжелый. Не-не-не, у нас же фламинго, перефламинго. Если это тут- действительно удастся, и паритета не будет, потому что российские мощности больше, мы сможем наносить дальние чувствительные удары. Это будет означать только одно. Война все больше будет заходить в тупик. Как в сфере противоборства в дальних и средних ударах, так и на поле боя. Если, повторюсь, будут деньги и будет решен с мобилизацией. Поэтому ключевым вопросом европейская помощь. Смогут ли они 90 или хоть сколько-нибудь миллиардов нам отмыть и дать? Отмыть от претензий Орбана и Фица. И второе, сможем ли мы действительно сделать что-то с мобилизацией? Соответственно, для россиян тоже, деньги у них найдутся на войну, тут я не сомневаюсь. А вот вопрос мобилизации им тоже предстоит решать. Вот три ключевых вопроса. Наша мобилизация, российская мобилизация, финансирование Украины. Угу. Добрый вечер. Что касается картеля Халиска, Да. а что вас интересует? Повоевали, повоюют. Да. Там периодически это случается. Про Мексику вообще очень же много заблуждений. Многие считают, что это там какая-то страна третьего мира. Ребята, посмотрите ВВП Мексики, вы ужаснетесь. Это же крупнейшая нефтяная держава. У нее триллионы там какие-то безумные. Промышленное производство, огромная страна и так далее. А постреляться с наркокартелями святое. Это национальный вид спорта. Где-нибудь справиться как-нибудь. Давайте, чтобы много не отвлекаться на эту историю, две вещи скажу. Вещь первая. Значит, президент рассказывает, что все уже хорошо. И слава богу, как говорится. А вторая, очень много украинского следа. Это сегодня там у меня было видео, посмотрите, пожалуйста. Дроны, типа Баба-Яги, вот эти рэбы переносные, кто чем оснащен. В общем, это очень интересный разбор. Сегодня просто об этом говорили, поэтому, в общем... наркокартели, они же вкладываются. Озабочены эффективностью, поэтому, конечно, бойцы приезжали и оттуда в качестве добровольцев, осваивали передовые методы войны. Добрый вечер, Алексей Николаевич. Часто говорите о ваших связях с военнослужащими ВСУ. А имеются ли у вас контакты с ВС РФ? И если есть, то говорите ли вы с ними о фронте? Нет, ни с кем из ВС РФ я о фронте не говорю. А что касается, простите, я старший офицер вооруженных сил. Как вы думаете, есть у меня контакты или нет? Это даже неловко как-то эту тему поднимать. Угу. Значит, Алексей, спасибо за эфиры, за мысли. Как думаете, какие первые подвижки или соглашения будут приняты в начавшихся переговорах между сторонами? Надеемся на реалистичные действия. Сегодня Бен Ходжес выходил и говорил, что уже договоренность есть, а летом увидим документы. Я четко связываю любые примирения к войне к выборам с Украины, в Украине, как базовые условия. Поэтому для меня это политический вопрос. И пока ничто меня не переубеждает в обратном, а только подтверждает эту версию. А насчет политики мы сегодня с вами обсуждали. Поэтому это делает меня еще более скептичным в отношении заключения мирного соглашения, хотя я первый сторонник заключения мирного соглашения. Значит, так, товарищи, я, конечно, понимаю, что вы тут расписываете. Это Арестович хвалит Залужного, надеется на теплое место, когда он придет. Вот это вот много таких... А зачем мне теплое место? У меня сейчас место, знаете, какое теплое? Соваться обратно в украинскую политику, в эту клоаку, да и вообще в Украину, это надо трижды подумать. Что ж такого мне может предложить Залужный? Что он не может предложить Пашинскому там, и всем остальным. Я повторяю, я дружу с этим человеком. И объективно его, как мне кажется, оцениваю. И когда против него, я вообще как вам сказать, всегда сочувствую жертвам черного пиара.
Мне не понравился наезд. Как вы помните, я достаточно наезжал на Залужного сам. Еще недавно. Но когда наезжают на человека несправедливо, я даже Путина защищаю, когда ему предъявляют то, что несправедливо. Чего уж про Залужного говорить, с которым я дружу 30 лет, друзья мои. Вот и все. Я просто не люблю, когда на человека возводят напраслину. Вот когда Путин рассказывает, что он кровавый диктатор и хочет захватить всю Украину, это очевидная брехня. Диктатор, он, конечно, кровавый, но он правый либерал, классический типа Столыпина, который предусматривает, между прочим, парламентские механизмы и все остальное по психотипу. И всю Украину он не мечтает захватить и близко, потому что он первый понимает, насколько это нереалистично. Ну вот, например, вот я вам оправдал Путина. Так что я надеюсь на теплое место при Путине. Ну, Ксения Собчак так интервью все и построила. Вы же знаете, что она вырезала минут 20, где я жестко критикую Путина. И все интервью построила под логику, что я пытаюсь ему продаться в качестве невесты. Ну, вот это ваша добросовестность, люди. Одни так интерпретируют, другие так смотрят. Это ваши проблемы, не мои проблемы. А если Залужный мне предложит теплое местечко, я обязательно рассмотрю, я вам прямо говорю. Если мне понравится, то я поучаствую. Не понравится, не поучаствую. Я свободный человек. Значит, Беларусь просит прокомментировать санкции по поводу Лукашенко и сегодняшнее заявление Зеленского. И тут Зеленский понял, что он перегнул и начал, видимо, отрабатывать обратно. Что касается санкций Лукашенко, я вам все объясню. Логика простая. 24 февраля, завтра, ЕС должен голосовать за продление санкций против Беларуси. Там есть ключевой вопрос – белорусский калий. Калий – это очень интересный вопрос. 2 минуты, если есть, я могу вам рассказать, он принципиальный. Калийное удобрение – это стратегический ресурс в мире. Без него невозможна производительность сельского хозяйства. Ну, он ключевой для России, для США, для Китая. Иначе люди у них там с голоду начнут в буквальном смысле умирать, если не будет калийных удобрений. В результате идиотских действий предыдущего правительства Литвы, что произошло? Белоруссию через Клайпеду запретили трансляцию, вернее, транспортировку белорусского калия. И россияне перехватили значительную долю и начали через свои порты все это переваливать. Более того, российские калий начали продавать активно, которые США и Китай закупали, несмотря на все санкции и другие страны. Таким образом, они получили доступ, российская страна, не только к миллиардам долларов за калий и транзит, а еще и они нажили на этом благодаря мудрому литовскому правительству, а они еще и как бы взяли за яйца США и Китай одновременно. Потому что если они хлопнут, это так получилось, что значительная доля калийных удобрений принадлежит бывшему Советскому Союзу, то у Китая и США может голод начаться вполне. Это похлеще, чем ядерное оружие на самом деле. И вот сейчас, когда Трамп пришел, он быстро в этой теме разобрался, не без помощи добрых людей. И американцы настаивают, чтобы европейцы сделали исключение для белорусского калия, в частности. И, кроме того, и потому что это стратегический ресурс для американцев, он обозначен, и они сделают исключение. Но европейцы попросили потянуть до 24-го, чтобы не принимать это решение вне очереди, а принять его своеобразно. Более того, там иски готовятся к правительству Литвы, многомиллиардные, которые я не знаю, как бедная Литва будет выплачивать и всякое такое прочее. В общем, там очень интересная история. Но калий возвращается, российская экономика лишается миллиардов, которые нам на голову прилетают в виде ракет, и лишаются доли монопольного давления на США и на Китай по ключевому ресурсу. То есть, ура, ура, нам это крайне выгодно. Что делает Зеленский? Зеленский пытается нарушить эту схему. Потому что он пытается демонизировать Лукашенко и вводит против него санкции. А украинские санкции так устроены, поддаются на рассмотрение ЕС, и США, и Британии, и других стран, как чуть ли не обязательные к исполнению, во всяком случае, они всерьез должны быть рассмотрены. Он проблематизирует это дело, видимо, желая, чтобы Россия сохранила эксклюзивные права на калий и миллиарды долларов от его продажи и транзита. Вот, как бы, и этот самый, да, это все игра, попытка разваливать схему Трампа. Трамп выводит США из зависимости критической от России, а Зеленский хочет, видимо, чтобы она осталась вслепую. Это очень антиукраинская деятельность со стороны Зеленского, введение санкций против Лукашенко в таких условиях. Там, кстати, Зеленскому предлагали транзит калия белорусского через украинские порты. Это мы бы миллиарды зарабатывали, а не Россия. Он в результате своего самолюбия, в результате того, что не договорились и не вставили схему, не пошел на это. Мы лишили миллиардов. Зеленский оставляет миллиарды России. Он вешает США и Китай заодно. А он мог другую позицию занять, более умеренную по отношению к России, если бы не вопрос того же стратегического ресурса. Калий признан стратегическим ресурсом для США. Недавно. Зеленский ломает схему, потому что он все ломает Трампу, поддерживая глобалистов. Вот вам вскрытие этой истории. Лишний раз показывает, о ком думает Зеленский. Об Украине
или там своей доли в схемках. И вот он роняет сегодня, как это, крокодиловую слезу о белорусском народе, который обязательно должен быть в ЕС и так далее, и так далее. Это так они отрабатывают белорусский трек, без того, чтобы отрабатывать его так, как надо. Рассказывают про уничтоженные вышки, про то, что Лукашенко говорил, ну хочешь, разбомби мне Мозырь и прочее, прочее. Ну, в общем, это все... Я вам описал факты, а вы, друзья, сами можете их интерпретировать. Но смотрите, тут же момент другой. Я, кстати, мне очень понравился на прошлом, наверное, эфире сегодня вопрос написал из зрителей о том, что а что за ерунда? Ни у кого из друзей Украины нет детей. А Зеленский сегодня пошел по пути, что мы сыновей будем, вот это все всех вводить, Ну, вот это всех все гнусная преследовать. хрень, да, вся это и так далее. Поэтому, как бы, ну понимаете, ну, Ермак же заставлял в начале войны, была история, когда приехали к родственникам Дмитрия Козака, и под давлением силовым, там чуть ли не пистолет приставляя к его пожилым родственникам, заставляли писать извинения или обращаться к Козаку, к единственному человеку, который был против войны в Украине. И публично, да, и всю дорогу занимал эту позицию. Как бы, да. Поэтому это, да, это очень по-украински. Да, головами торговать через давление на семьи и на пожилых родственников. Ну, как бы, ну, поскольку у экрана бывают дети и дамы, я не буду это комментировать так, как я хотел бы это прокомментировать, такую манеру работать. Как бы, да. Ну, ты вот, ну что, ну, у тебя споры с Лукашенко, ну, ты начинаешь сыновьям придалбываться. К семье, ну, дядя. Алексей, вы говорили, что Россия... Расскажи, выйди, вот журналисты, которые будут интервьюировать Зеленского, задайте ему вопрос, почему он отказался от транзита белорусского калия через украинские порты. Это миллиарды недостающих нам долларов были бы. Миллиарды долларов. Более того, США, Китай и другие страны попали бы в критическую зависимость от нашего транзита. Более того, Штаты хотели его организовать, когда Литва отказалась. Потому что они хотели принести пользу Украине. А Зеленский оставил эти миллиарды России. Спросите, зачем и почему? Да, и Черное море б нормально, ну, себе Ух, как бы охраняли нашу Одессу, поверьте. функционировало Одесский бы, и да. Николай. Ой, там бы, если бы там хоть один дрон прилетел бы российский туда, я думаю, что там бы стало мало места вплоть до бесполетной зоны. Потому что это стратегический ресурс для Штатов. Да и китайцы бы, мягко говоря, задавали бы вопросы россиянам. А зачем вы бомбите наш Калий? Хотите, чтобы у нас голод начался? Ну, вот зачем он это сделал, скажите? Ну, Алексей, вы говорили, вопросы надо задавать. что поход на Киев 2.0, так как нереалистичен, невыгоден России, так как разрушит переговорный трек с Трампом, перевернет всю шахматную доску. В свете радикального Трампа может Россия перевернуть эту доску? Готова? В свете срыва переговоров, если переговоры будут сорваны, возможны все варианты вплоть до второго наступления на Киев. Пока переговорный трек идет и маячит, его не будет, потому что это резкий переворот доски. Значит, ну, это такой вопрос. Извините, но я уделяю этому время. Алексей, Татьяна пишет вам. Если вы против продолжения войны, зачем собираете деньги для военных? Почему не говорите военным, чтобы они закончили на поле боя? Возможно, договориться там? Потому что я не идиот, Таня. Я понимаю, что мои уговоры ничему не проведут, только вызовут подрыв боевого духа у людей, которые сражаются, в том числе за мою жизнь. Как бы, да, за жизнь всех моих родственников, которые Путин бомбит сейчас в Киеве и российской армии и по всей Украине. Это раз. Во-вторых, если вы заметили, я не собираю на боевые средства. Я собираю только на то, что помогает сохранить жизнь. Эвакуационные машины, даже эвакуационные роботы, установки очистки воды, там, да, и прочее, прочее. Это принципиальная позиция. Но не помочь людям эвакуировать раненых, либо там очищать воду, либо там еще что-то, это ну, тоже предельное средство. Значит, слушайте, друзья, вопросов, конечно, очень много, но мы вам очень благодарны, что ну, они прям не унимаются, да, и, ну, как бы интересы, вовлеченность ваша, вот просто струится, это просто замечательно. Давайте завершим все-таки вот таким вопросом. Я от себя его задам, ну, где-то тоже встречал. А если бы не случилось 24 февраля 2022 года, какой бы была сейчас Украина?
Это очень сложный вопрос. Это зависит от того, как бы Зеленский закончил свой срок. Он бы закончил его плохо. Его только война спасла, по сути. Кого бы выбрали вместо? Там это очень большой вопрос. Я думаю, что по сумме причин война была. Военное столкновение было неизбежно. Масштаб его – это большой вопрос. Но ту политику, которую вела Украина, и ту политику, которую вела Россия, неизбежно приводила к вооруженному столкновению в том или ином варианте. Алексей Арестович был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Друзья, вам спасибо за то, что побывали на сегодняшнем эфире. Берегите себя и друг друга.